Вот на что обращать внимание, точнее мне как гостю, когда я прихожу, чтобы чувствовать себя в безопасности? Если я захожу на какое-то мероприятие, машинально определяю, есть ли там охрана. У тебя же вот буквально, мы же тоже там рядышком в Крокусе были. В смысле, рядышком? Вы в нем и были? Хочется просто, знаешь, из тебя повытаскивать таких лайфхаков, которые могут жизнь спасти. Прыгай с крыши, беги туда, где светло. Вот и все. Градация событий, куда вызывают охрану. Вплоть до того, что нельзя даже смотреть прямо вот пристально в глаза. То есть не провоцировать, максимально не провоцировать. Ты даже не знаешь, чего ты не знаешь, да? То есть где что спросить, зачем загуглить. В глазах пол, лег, лежишь, руками голову прикрыл. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Александр Армада. Саш, год назад мы с тобой писались. Привет еще раз. Изменилось ли у тебя что-то с того момента? Как ты вообще? И все так же у тебя сфера, в которой ты находишься, это безопасность и около тематические? Слушай, все супер, все так же, все на том же месте. Чуть-чуть со сдвигом вверх, чуть-чуть со сдвигом вниз, но параллельно все идет, как оно должно идти. Я считаю, что год назад мы виделись, получается, в Дубае, да, с тобой? В Дубае мы записывались вот, с тобой, да. За год я бы не сказал, что что-то прям глобально изменилось, да, несмотря на то, что каждый день у нас что-то меняется, в принципе, в целом в мире, да, и это не может на нас не отражаться. В общем и целом я считаю, что ничего такого прям уж существенного не произошло. Этот год мы прожили, скажем так, с таким средним темпом, с пониманием того, что сейчас есть основная задача – это удержать то, что есть. И если даже не получается нарастить что-то больше, то, в принципе, ничего страшного в этом я не вижу. Супер. Слушай, я с тобой сегодня хочу затронуть такую тему. Если честно, сам в ней как бы не сильно разбираюсь. Ты все-таки как человек, который находится в сфере безопасности, у тебя агентство телохранителей на час. И вот хочется с тобой затронуть тему, то, что вот недавно произошло в Крокусе. Хочется, знаешь, с разных сторон на это взглянуть. Во-первых, знаешь, вот я, например, не подвержен панике, но все равно как бы уже там перед тем, как пойти куда-то на мероприятие, начинаешь задумываться как-то вольно-невольно о безопасности. На что бы ты там сакцентировал внимание, вот на что обращать внимание, точнее мне как гостю, когда я прихожу, чтобы чувствовать себя в безопасности? Ты знаешь, обращать внимание на то, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно в первую очередь на массовых мероприятиях, на наличие все-таки сотрудников полиции на данном мероприятии. Да? Мы все знаем, что в этот печальный день в Крокусе должно было состояться выступление одной очень известной группы. Да? Были проданы билеты на 7,5 или даже более тысяч человек. И это мероприятие, безусловно, относится к категории массовых мероприятий. Вот вспомни себя, сколько ты ходил на концерты на разных групп, где собиралась аудитория, там, пусть там больше 3000 человек. Ты же видел, наверное, всегда, что всегда было какое-то оцепление полицейское, да, что дежурила карета скорой помощи, а то и две, обязательно пожарный расчет. То есть это тот минимальный набор присутствия спецслужб и просто служб общественного значения, да, назовем их так, который должен присутствовать на мероприятиях подобного формата, потому что мало ли что, какая-то давка, паника, массовая драка, все что угодно может быть. И, естественно, при таком скоплении народа необходимо это все контролировать и снаружи, и внутри. Почему на это не обратили внимания и пренебрегли простыми вот такими вот правилами безопасности организаторы данного мероприятия, мне до сих пор непонятно. И здесь скорее даже претензии не к самим владельцам, да, помещения, потому что они со своей точки зрения отвечают, конечно же, за пожаротехническую сторону, да, то есть за оснащение помещения всеми необходимыми службами, которые готовы в любой момент отреагировать на те или иные ЧП. Насколько я знаю, у Крокуса есть свой пожарный расчет, который находится где-то там у них на территории всех их больших вот этих зданий. И по факту, конечно, усиление охраны самих зданий, оно давно напрашивалось. Почему? Потому что идет СВО, да, идет, скажем так, проходит ряд мероприятий, которые на сегодняшний день
затрагивает не только внешнюю политику, но и нашу внутреннюю жизнь, как этого не хотелось бы не признавать, но это так и есть, да. И понятно, что в такой ситуации ходить на какие-то мероприятия и организовывать их в том числе из разряда там авось пронесет тоже не стоит. И поэтому в любом случае должно быть усиление и охраны, и привлечение официальных служб, тем более на вот такие вот мероприятия, где там присутствует такое количество людей. И я думаю, что конкретно в этот день, если бы на входе хотя бы там дежурили 2-3 полицейских патруля с мигалками, там сидели бы сотрудники ГИБДД, либо ППС, либо Росгвардии, то, скорее всего, эти преступники, которые прибыли на место для совершения теракта, увидев такое перед входом, они бы просто отказались от своих преступных намерений и ретировались, потому что они бы понимали, что им будет дан вооруженный отпор. Но, судя по всему, были люди внутри, которые уже их информировали о том, что никого нет, все нормально, подъезжайте. Вот, и вот вся вот эта, скажем так, история явилась тем, что у них было понимание беспрепятственного входа на территорию, где в данный момент находится очень большое количество людей, незащищенных людей. И по поводу охраны мы все видели, да, какая там была охрана. Это были номинальные сотрудники, как их можно даже назвать, я не знаю, там контролеры, это даже не охранники, которые следят за тем, чтобы люди просто заходили и выходили. То есть по факту они даже не имеют права на осуществление охранной деятельности. Вот. И оружие. Да, да. И почему в таком месте, где регулярно проводятся массовые какие-то мероприятия, концерты и прочие истории, не присутствует постоянная профессиональная охрана, мне тоже непонятно. Здесь, конечно, вопрос есть и к собственникам здания. Но опять же, собственник – это собственник, а организатор мероприятия – это организатор мероприятия. Если это одно и то же было в одном лице, я не знаю, то, конечно, да. А если это разные структуры, то вопросы есть и к тем, и к другим. То есть я тебя сейчас правильно услышу, что вот потенциал, ну, для меня там, да, если я там вот условно из тех, кто паникует, если приходишь на мероприятие, то это вот обратить внимание сразу вот как минимум на наряды там полицейских или ОМОНа, медиков. И если этого нет, то неважно, сколько ты там за билет заплатил, лучше, ну, как бы вот в текущее там нестабильное время развернуться и уйти с мероприятия. Слушай, ну, я не знаю, может, в силу моей профессиональной деятельности, я всегда на это обращаю внимание. То есть я захожу на какое-то мероприятие, я, ну, машинально определяю, есть ли там охрана, стоит ли она там, как, где она стоит, как она расположена, то есть и... Ну, ты как профи, наверное, смотришь. Ну, может, да, может, я это все отмечаю чисто с профессиональной точки зрения, да, то есть простые люди, может быть, на это не обращают внимания. Но я скажу так, что, конечно, в целях собственной безопасности обращать внимание на охрану того или иного объекта, где ты планируешь провести ближайшие там 1,5-2 часа, находясь на каком-то концерте или там еще на каком-то мероприятии, будь то форум там и так далее, все равно, конечно, надо. То есть, ну, все мы понимаем, что может случиться все, что угодно. Я не говорю, что нужно маниакально отказываться от всех посещений всех концертов и массовых мероприятий. Нет, но в любом случае каким-то образом в себе в голове прокручивать, что ты зашел в помещение, оно будет являться закрытым, и насколько ли оно там вообще охраняемо, это помещение. И какую помощь кто тебе, в принципе, сможет оказать в случае того или иного ЧП. Угу. Как считаешь, стоит ли вот, так скажем, уходить уже в такое, не знаю, излишнее, да, может быть, мнительность, когда ты приходишь, в принципе, в новое здание, да, помещение, вот прогуляться и посмотреть, где вообще, какие есть пути, ну вот просто для себя там отступления, неважно от чего там, пожар, не знаю, крыша протекла, что угодно, вот ты просто чтобы понимал, где какие ступеньки. Да, ну нет, конечно, нет, это уже перебор, ты в любом случае этого делать, скорее всего, не будешь. Ты приходишь с настроением веселиться, понимаешь, а не заранее накручивать себя, что ой, сейчас какая-то случится опасная ситуация и так далее. Ты же приходишь в приподнятом настроении, там, не знаю, с друзьями, с семьей или один. У тебя мысли направлены совсем в другом векторе, да, то есть ты
проживаешь этот вечер как уже, как бы, ну, не знаю, Ну, вот в состоянии какого-то праздника, да. И понятно, что бегать там по каким-то коридорам, смотреть там кто где пожарный кран, где тут у вас выход и так далее. Ну, представь, если каждый, кто заходит, будет так себя вести. Ну, это же тоже ненормально. Здесь больше ответственность лежит на тех, кто организовывает эти мероприятия. Гость, по сути, не должен думать о том, что произойдет в тот или иной момент и как это все будет блокироваться, как это все будет ликвидироваться. Для этого есть специально обученные люди, они получают свои деньги, у них есть свои регламенты, они на это учились, и они должны этим заниматься. Начиная там с частной охраны, заканчивая там ребятами, кто от администрации там занимается распределением потоков людей в те или иные ложи там или какие-то там сектора, они же точно знают, где находится пожарный выход, они же точно знают, где находится подвал с выходом там куда-то на улицу, они же точно знают, как правильно быстро покинуть помещение. Их этому тоже учат, их инструктируют, и посетитель, он должен просто найти такого человека и обратиться к нему с запросом, куда мне выйти, и все. И эти люди должны помогать. Что, в принципе, и происходило, да, как мы видим в Крокусе. То есть очень много девушек-администраторов помогали людям выбраться, да, и мальчики, которые работали в гардеробе, помогали людям выбраться в нужном направлении и таким образом спасли очень много людей. Потому что их, в свою очередь, реально инструктировали, им реально объясняли, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации. Если бы этого не делали собственники этого помещения, владельцы этого заведения, то, конечно, это было бы гораздо хуже еще. То есть это говорит о чем, что все равно какая-то профилактика на каком-то уровне со стороны собственников помещения, она все-таки присутствовала. Да? То есть есть инструктаж, есть у каждого четкое, даже у 14-летнего подростка, который подрабатывает в гардеробе, даже у него в голове есть четкая инструкция, как себя вести в тех или иных ситуациях в случае теракта, ЧП, пожара и так далее. Есть вещи, которые тебя выделяют, заряжают и несут в себе глубокий смысл. Вы наверняка замечали в подкастах меня вот с этим медведем. Это 82 грамма золота, практически 6 сантиметров роста и первый из 99 штук. Я запустил свой ювелирный бренд ИСА, где будет всего лишь 3 фигурки по 99 штук каждый. Это вот такие же золотые медведи, как у меня «Любовь и деньги». Это «Заяц, люблю и благодарю», как некий чит-код реальности. И это ушастый медведь Ходл. Каждый из этих смыслов — это определенный чит-код реальности, который поможет тебе всегда держать фокус на самом важном для тебя. Ну а ссылка для заказа в описании. Выбери себе свой тотем. А если вот как гражданский уже оказался вот в эпицентре события, я у тебя так мельком читал, ты уже дал какую-то инструкцию, но как себя по шагам вести, если ты уже внутри? Максимально попытаться обезопасить себя, но это опять же, понимаешь, тут все в моменте, то есть как минимум не провоцировать террористов на то, чтобы, значит, они с тобой вступали в конфликт, выполнять четко все указания, то есть не смотреть в глаза, не вызывать агрессию, не пытаться с ними вступать в какой-то конфликтный диалог, что-то доказывать, пересказывать, огрызаться и так далее. Делать максимально все то, что тебе говорят, потому что любая провокация – это не только будет стоить тебе жизни, но и жизни тем, кто тебя окружает. Потому что люди, которые идут на подобного рода ужасные вещи, они, как правило, находятся в неадекватном состоянии, возможно, под состоянием там, наркотического опьянения там, или еще чего-то. Да? И относиться к ним и с ними, как с простым человеком, пытаться там, выстраивать диалог, тоже нет никакого смысла. И в этом случае только нужно лишь пытаться сделать максимально какие-то простые вещи для того, чтобы обезопасить себя, свою семью, там, близких, кто находится рядом. Не пытаться вступать в конфликт, не пытаться, значит, кого-то там сбить с ног там, и так далее. То есть дождаться все-таки приезда специальных служб, спецподразделений, и уже они должны все равно с этим разбираться. Потому что, как бы там ни было, да, героев у нас на Руси много, но здесь нужно понимать, что ты, скорее всего, один эту ситуацию не вывезешь, да, и не факт, что остальные это все подхватят. Но ты можешь спровоцировать ситуацию, когда сопсиху просто начнут расправляться со всеми. Вот. Это ты к тому, что, то есть, вот как в зарубежных фильмах любят показывать, да? Ну, конечно, в фильмах обезоружил и пошел со всеми остальными разбираться. Да. В это играть не стоит. Не стоит. То есть может аукнуться и тому, кто... Не стоит, потому что, да, это может спровоцировать целую волну насилия и агрессии.
Вплоть до того, что нельзя даже смотреть прямо вот пристально в глаза. То есть не провоцировать, максимально не провоцировать. В глазах в пол, лег, лежишь, руками голову прикрыл, чтобы лишний раз там тебе не прилетело. И больше ничего не делать. То есть захотел в туалет, попросил разрешения, после разрешения пошел. То есть никакой там беготни, паники, там, суеты и так далее. Максимально постараться себя успокоить. То есть понятно, что в такой ситуации спокойствие это меньше, что присутствует в человеке, да, то есть все равно какая-то есть. Ну, то есть где-то прятаться, потому что тут же вопрос... Вот Ну, прятаться, видишь, смотрел, прятаться открытый ты огонь был. пока ты, опять же, ситуация разная. Здесь мы обсуждаем немножко другую ситуацию. Да. Я тебе сказал стандартную ситуацию, когда уже заложников захватили и держат. Мгм. Ну, вот их держат всего Всё, там, то есть сутки, двое, да, усадили, трое, да. всё. А здесь ситуация другая. Здесь же было сопряженное с очень сильным пожаром. Понятно, что в такой ситуации лежать какого смысла Ну нету да. никакого, правильно? То есть ты должен, наоборот, стараться максимально быстро выбраться из этого помещения, найти какого-то ответственного сотрудника, кто тебе подскажет, да, или сам там как-то по ориентирам сообразить, где тебе выскочить. Потому что большинство как раз-таки погибло именно из-за того, что они надышались угарным газом. И после этого один за одним они начали просто умирать в больнице. Не внутри самого здания, а именно уже в реанимации. А с открытым окнем, вот когда, то есть я смотрел, у меня, знаешь, вот то, что ты сейчас говоришь, ну, такое вот, оно вроде как ложится, да, в понимание, а вот когда ты, по сути, вот сам без оружия, рядом открытый огонь идет, и если это еще какая-то открытая территория, есть какие-то тоже там, что просто лечь и не шевелиться или прям бежать? Нет, максимально нужно пытаться избегать такого места. То есть, ну, я имею в виду, если ты в эпицентре оказался, если ты уже видишь, что есть какая-то там минимальная свобода куда-то там переместиться, конечно, нужно перемещаться. Я говорю про те моменты, первоначально говорю, про те моменты, где уже просто всех усадили и просто держат. Это же разные ситуации. А момент, когда у тебя еще есть шанс спастись, убежать, конечно, надо бежать. А как? Надо бежать и смотреть так, чтобы ты не попал как бы в поле зрения этих, скажем так, нелюдей. А лечи при твоей... Ну, то есть, если вот давай берем какие-то там... Хочется просто, знаешь, из тебя повытаскивать таких, так скажем, как бы это грубо не звучало, лайфхаков, которые могут жизнь спасти. Там, работает ли вот притвориться мертвым? В каких-то случаях, да. То есть, когда просто, если ты уже случаях, видишь, да. что вот, ну, как бы, не знаю, тупик, Ты знаешь, тебе никуда не сбежать, здесь там. импровизация, она может быть у всех разная, у кого какая фантазия. Конечно, если ты притворился мертвым и там человек тебя не заметил, прошел, то есть при большом скоплении, условно говоря, трупов вокруг тебя, это может, скажем так, спасти тебе жизнь. Но если ты стоял, вдруг упал, да, ну, конечно, Ну, если увидеть. понятно. То есть, ситуация, все зависит от ситуации. Она никогда не бывает однозначной. То есть есть какой-то стандартный набор, скажем так, действий, которые не рекомендовано делать, да, и стандартный набор действий, которые рекомендовано делать. Но всегда нужно смотреть по ситуации. Если ты находишься в зоне открытого огня, то есть там идет пламя, дым, пожар и так далее, то понятно, что тебя либо так пристрелят, либо ты от удушья умрешь. Тут уже вариантов нету. Прыгай с крыши, беги туда, где светло. Вот и все. Но человек, он же все равно, как бы там ни было, тоже имеет ряд наборов инстинктов, да, самосохранения. То есть в такой ситуации он сам понимает, что ему делать. А как есть какие-то техники, как сохранить холодный ум? Или все Да нет, ну это обычно? же индивидуально все, конечно. Подышал глубоко? Все зависит от уровня стрессоустойчивости, от уровня подготовки. Ну, сравнить тебя и ребенка, у кого больше будет уровень стрессоустойчивости, конечно, у тебя. Поэтому тут нет никаких стандартных наборов, это все исключительно от того, кто ты, что ты и какой у тебя уровень подготовки. У вас добавилась работа в агентстве? Вот вообще Да и за я бы не сказал, что последний прям год. добавилось, но понятно, что да, теперь на каждое мероприятие люди заказывают охрану, то есть и с пометкой с оружием, но здесь надо понимать, что еще не в каждое здание с оружием пускают, то есть есть моменты, где, допустим, вход в какой-то там ночной клуб и так далее, оружие просто запрещено со собой проносить. Поэтому тут надо понимать, какого рода мероприятие. Я думаю, что после такого случая многие усилили охрану, и торговые центры, и другие места массового скопления людей. И я думаю, что это должно было быть ранее, да, то есть в целях профилактики, но почему-то мы всегда реагируем постфактум.
Друзья, вы наверняка слышали про инвестиции в pre-IPO. Это возможность покупки акций зарубежных частных компаний за 2-3 года до их выхода на биржу. По статистике, это один из самых сбалансированных инструментов инвестирования с точки зрения риск-доходность. Ведь на этой стадии из 250 компаний всего лишь одна погибает, а все остальные продолжают удачно развиваться. Фонд Angel Toxin Partners уже инвестировал в такие компании, как OpenAI, Klarna и многие другие. Вы можете перейти по ссылке в описании на сайт и посмотреть, куда еще инвестировали ребята. В фонде один из самых доступных чеков для инвестиций, что позволяет как можно большему количеству инвесторов принять участие в сделках. В описании вы найдете ссылку на телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, следите за новыми сделками и удачных вам инвестиций. Давай так, издалека для меня тема вот безопасности, как, наверное, для большинства, она вот, знаешь, пока где-то что-то не загорится, да, пока кто-то не клюнет, про нее не думается. Сейчас у вас там, не знаю, прибавилось ли там, когда люди к себе там охрану берут вот именно на мероприятии, чтобы за ними ходили. Вот помнишь, как мы с тобой как-то обсуждали эту тему, что где-то прям надо, чтобы видели, что с ними охрана, где-то наоборот, чтобы не видели. В текущих реалиях таких больше становится уже обращений, или это вот все-таки пока не замечаешь такой корреляции, что люди стали больше за свою безопасность переживать в текущий момент? Слушай, я не хочу хайповать на этой теме, да, то есть говорить, что она подстегнула к тому, что у нас там больше стало продаж в сфере наших услуг и так далее, но понятно, что люди стали более, скажем так, серьезно относиться к разного рода мероприятиям в их жизни. Понятно, что те, кто знают, что есть личная охрана, допустим, как наша на почасовой основе, будут ей пользоваться. Те, кто раньше пользовались охраной, и без этого будут пользоваться еще больше. И, я не знаю, то есть тут момент такой, что, как обычно бывает, то есть какое-то время прошло, все равно у людей в памяти это все начинает забываться. Главное, чтобы люди всегда помнили о том, что безопасность такая вещь, которая, скажем так, она каждый день нас окружает. Ты выходишь на улицу, ты уже начинаешь, как бы там ни было, подвергаться разного рода там стрессовым ситуациям каким-то. Зримо или незримо ты контактируешь с разными людьми. Кто из них, кто, непонятно. И здесь речь не о том, чтобы постоянно там с собой иметь какого-то охранника, а речь о том, чтобы у тебя была какая-то служба, которая вовремя сможет отреагировать, приехать и помочь. И чтобы ты просто знал, как этим пользоваться. Потому что вряд ли это у тебя будет каждый день, или там даже раз в месяц, но пару раз в год у тебя такая ситуация точно будет. Ты имеешь в виду службу, это вот просто в телефоне? Ну, наподобие нашего, там, да, кнопка? сервиса. Наподобие нашего сервиса, да. Ну, такси же ты пользуешься, когда тебе нужно от точки А до точки Б доехать. Ты же не ждешь теперь, наверное, маршрутку, да, там по часам не стоишь. Ну и пешком, хоть ты любишь погулять, я думаю, вряд ли ты там от одного конца Москвы до другого пешком попрешься. Да. Ты же закажешь такси, потому что комфортнее, потому что она быстрее приедет, она быстрее тебя довезет. Ну, то же самое здесь. Это же еще и не только про безопасность, еще и про комфорт. Про личное пространство, про комфорт. Тут же не надо относиться к этому только с одного угла. Ну, вот я просто это сейчас сказал, как бы вот механику, то есть я правильно понимаю, ты даже не в плане конкретно твоей организации, но в целом, то есть я просто там условно сохранил, у меня там есть номер Армада, да, и я если приложение, условно... Приложение, мобильное приложение. Нет, такой как бы пользовательский кейс, ты имеешь в виду уже... Когда факт какой-то произошел, чтобы вот эту кнопку под рукой иметь, или заранее? Потому что заранее, как бы, иногда, знаешь... В любом случае, есть моменты, которые ты планируешь. Допустим, ты хочешь пойти в суд, да, думаешь, что там будет какая-то, может быть, ситуация. Это же планируемое мероприятие, правильно? Ты хочешь пойти в клуб, это же планируемое мероприятие, правильно? И ты хочешь иметь там безопасность. Ты совершаешь какую-то сделку, она у тебя назначена на определенную дату с определенной суммой. Это же планируемое мероприятие, правильно? А есть непланируемые, спонтанные мероприятия, где ты уже находишься в клубе или в ресторане. И вот подсела какая-то группа, там, не знаю, людей, которые подвыпили и начинают там к тебе что-то там высказывать, приставать там, или к твоей девушке, или там, не знаю, к вашей компании, да. И ты понимаешь, что конфликт уже как бы назревает, и что он точно будет. Это непланируемое мероприятие, но кто мешает в этот момент, опять же, воспользоваться такими услугами? Никто. А вы в таких случаях тоже помогаете? Ну, конечно, в течение там 40 минут, часа мы подъедем. Понятно, что за углом мы не стоим, но в любом случае в зависимости там, от территории. 30-40 минут там можно как-то ситуацию еще держать под контролем, понимая, что люди уже едут. Слушай, а у тебя есть какая-то там на базе, может быть, твоего опыта и насмотренности, как вот в обычной жизни
заметить, что у кого-то на уме какие-то не самые хорошие мысли и там побуждения сейчас там начать себя вести странно? Как-то это вот заметно в толпе, или эти люди не сильно чем-то Я отличаются? бы не сказал нет. Нет. То есть они до последнего момента, пока, грубо говоря, человек оружие не достанет, не будет понятно, что Не, ну если ты он видишь что-то пьяного затеял. человека, который ведет себя развязно на улице, да, то есть там размахивает руками и так далее, ну, понятно, что это уже источник опасности. Откуда ты Так знаешь? просто обходить. Может и нож в По вытащить, умолчанию. может и просто тебе там в ухо зарядить, там будешь мимо проходить. Ну, он ведет себя уже неадекватно, это всем видно, это де-факт. Вот. А есть же люди, которые, ну, ты по нему и не знаешь, он там, может, какой-нибудь маньяк скрытый, там, да, то есть он вполне интеллигентно выглядит, или он, может быть, уже готовится что-то сделать, он, как правило, наоборот, они стараются как можно меньше привлекать к себе внимание, то есть он будет очень просто одет, он будет вести себя абсолютно спокойно, потому что его задача не привлекать к себе внимание, как тот пьяный мужик, который размахивает руками. Мгм. И как ты его определишь? Да никак. То есть до последнего нет там каких-то мелочей из разряда там Нет, глаза. такие хорошо определяют спецслужбы на стадии приготовления через агентурную сеть. Ты же не знаешь, сколько предотвращено подобного рода терактов, которые имел место быть вот так не так давно, да, то есть нам же об этом не рассказывают. Есть? Ты можешь чем-то поделиться чем-то? Вот, Да нет, конечно, как я могу поделиться, я тебе просто говорю, как работают такие структуры, потому что раньше сам работал. Мгм. То есть на стадии предотвращения, об этом же в СМИ не говорят, то есть, ну, ликвидирована там какая-то ячейка и ликвидирована. Дело засекречено, все. Ты об этом не узнаешь, никто это не афиширует. Ты что думаешь, столько лет в России не было терактов и не было даже никаких попыток, что ли? Ну, это же бред. Конечно, были. Каждый раз они возникают, каждый раз с ними борются. Это просто та скрытая война, про которую мы, ныне гражданские люди, мы ничего не знаем. Ты же не знаешь сводку по Москве, сколько было убийств за прошедшие сутки, грабежей и разбоев. Поэтому и спишь спокойно. Если бы ты был начальник УВД, ты бы немножко по-другому знал эту Москву. Сколько совершено краж, преступлений тяжкого и особо тяжкого порядка. Мгм. Вот, поэтому ты подписан на паблики, которые тебя интересуют, фотографии, там, не знаю, дизайн и так далее, и так далее. У тебя в твой мозг заходит только эта информация по утрам. Вот твои новости. А есть и другие новости, которые знают только определенные люди. Мгм. И то есть мы вообще какую-то часть только, да, видим, потребляем? Но мы видим то, что, скажем так, уже нельзя, скажем так, скрывать. То есть то, что То, что совершилось, и уже об этом во всех узнали все. пабликах новостных Да, об начинает этом узнали появляться, все. да. А там, где ведется секретная работа, ты же об этом Как никогда не считаешь, знаешь. обычному человеку стоит вот Нет. в новостные паблики погружаться, где вот особенно, Не знаешь, стоит. любят там плохо, там плохо, там плохо? Нет, это же определенного рода накручивание негатива тебе на целый день. Зачем? То есть то, на что ты сам не можешь повлиять, зачем этим жить? Ты можешь повлиять на это? Нет. Мгм. Ну а зачем этим жить? Зачем себе в голову засовывать эти негативные новости? Наоборот, надо подписываться на позитивные паблики, на позитивную музыку, и ты в хорошем настроении вышел, у тебя все замечательно. То, что где-то что-то произошло или не произошло, ты в любом случае как бы не в силах это ни остановить, ни предотвратить. И какой смысл об этом думать? Еще и там сокрушаться над этим. Мгм. За сутки миллионы людей умерли. Ты что, сейчас будешь за каждого переживать? Нет, Не, ну, конечно. Ты будешь переживать только за то свое близкое окружение, да, за тех людей, которых ты лично и знаешь. когда это где-то рядом происходит, да, дополнительный Конечно, стресс? конечно. Где-нибудь в Индии там, Территориально. да, в Индии там убили 10 человек, может быть, там вчера где-нибудь массовая какая-нибудь резня была. Ты же про это не знаешь и спишь Мгм. спокойно. А если бы жил там, знал, и, конечно, бы у тебя был немножко другой. Ох, Новостной конечно, такая вся история очень своеобразная, на мой взгляд. Я тут с тобой согласен про позитивные новости. Ну, информационный поток его надо фильтровать. Мы Фильтровать. сейчас живем в такое время, когда тебе через телефон может залететь кучу разного рода информации, да, но это же не значит, что нужно целый день сидеть и вчитываться в это все. Ну, ты же с ума сойдешь. Ее столько, что просто, во-первых, это все не переработать, да. Да. Во-вторых, зачем тебе это все перерабатывать? У тебя есть определенные задачи на день. Ну вот и занимайся ими. И читай то, что способствует решению этих задач. И какую-то отвлеченную, не знаю, там, литературу или видео, которое помогает тебе, наоборот, поймать вдохновение и поднять твою энергию. А не такую, которую там послушал, господи, какая же жесть, и все у тебя там. И настроение упало, и ты потом ходишь весь день про это думаешь. Мечтаешь, как бы это развидеть. Тут еще, мне кажется, знаешь, кому-то дополнительно добавляются вот эти переживания. У тебя же вот буквально, мы же тоже там рядышком в Крокусе были, когда мероприятие было.
В награждение? смысле рядышком? Мы в нем и были. Ну вот, ну там вот... У нас мероприятие было прямо в Крокусе, в бэкстейдже. Ну да, я имею в виду, что просто не вот этот не основной зал большой. Ну, вход просто с другой стороны, а сбоку. зал-то там все, они же взаимосвязаны. Ты из этого зала можешь спокойно в тот пройти, у них же общие гримерки. Мгм. Это одно общее здание, просто там они зашли с одного входа, мы здесь заходили с другого. Мы вот так вот, получается, могли пересечься. Это один и тот же павильон. Я вот просто к тому, что когда там где-то сам находился, потом вот начинаешь просто думать. Ну, я вчера что там проезжал, конечно, даже до сих пор гарью пахнет. Ужасно. Я первый раз увидел его вживую, я же только видел по телевизору. Мгм. Ужасное состояние. Вчера прям буквально вот Ну мы там уже все, там, наверное, с восстановлению Сэмом не подлежит. ездили, да, вот с которой только что у тебя записывался. Ну, почему не подлежит? Это ж строительная конструкция, там можно все снести и заново отстроить. Восстановлению подлежит, я думаю, что будут восстанавливать. Наверное, сделать какой-то монумент памяти на этом месте. Понятно. Как-то хочется теперь немножко тебя отвести, поинтересоваться, что у тебя в бизнесе, мне потому что показалось, что ты дополнительно сейчас запускаешь направление, связанное с авто. Слушай, направление, связанное с авто, мы не запускали как дополнительное. У нас всегда присутствовало авто, просто в большей степени оно присутствовало у нас партнерское всегда. Мгм. И сейчас оно тоже партнерское. Мы взяли несколько своих машин, поотрабатывали там определенные модели, посмотрели, какие модели заходят, какие не заходят. Вот, и остановились на том, что все-таки нам развивать линию агрегатора, мобильного агрегатора личной безопасности гораздо выгоднее, чем пытаться конкурировать с какими-то транспортными компаниями. Проще к ним обращаться за автотранспортом в момент сделки. Слава богу, такие партнеры, хорошие поставщики у нас есть. Мгм. И на этом тоже зарабатывать, нежели расширять прямо свой автопарк. Мгм. То есть как бы ушли все равно в партнерство, Ушли да? все равно в партнерство, как мы и раньше это делали. Значит, объясню почему. Потому что очень много костов, очень много расфокуса получается. Причем транспорт, он требует прямо отдельной категории каких-то сотрудников, которые должны это все отслеживать. У нас остался свой транспорт, да, то есть в небольшом количестве, которым мы пользуемся и пользуются наши клиенты. Но я понял, что если мы все-таки планируем развиваться как мобильный агрегатор, мы не должны иметь лишнее обременение в виде сотни единиц своего автотранспорта, потому что это уже надо иметь и автопарк, Мгм. это надо иметь и отдельных технических сотрудников, которые будут следить за этим. То есть это прямо отдельный бизнес. А совмещать одно в другое я не вижу смысла. А китайские авто? Это мне показалось. Китайские есть, немецкие или вы есть. Нет, я не про аренду, а про, если мне не показалось, по-моему, было продажа. Слушай, ну Или это тоже был на волне тест параллельного гипотезы? импорта это был не тест гипотезы, это было партнерское предложение от наших партнеров, да, то есть позаниматься вместе с ними реализацией автотранспорта. Я там отвечал только за упаковку, то есть упаковывали продукт и, соответственно, его реализовывали. Потом, когда рынок переполнился всеми этими китайскими автомобилями, с продажами стало гораздо хуже. Ну и, соответственно, как бы направление бизнеса, оно тоже немножко, скажем так, ушло вниз. То есть китайский автопром уже в рамках Москвы, я так Ну, понимаю, ты же видел, или что все сейчас крупные автосалоны быстро переделались в китайские автосалоны, да, то есть они быстро выхватили этот тренд, а конкурировать с ними сложно, у них же 10-летняя, там, 20-летняя практика, и у них там уже все свое. Мгм. И создавать подобное, это же прям очень огромные инвестиции. Я к тому, что рынок, на твой взгляд, уже поднасытился вообще даже не только в качестве автосалонов, а в целом тех, кто купил за вот это время, там, несколько лет. Ну, мы первую машину приобрели, по-моему, в июне, когда их еще практически на дорогах-то не было. Первый танк 500 мы взяли в июне. Это какого? 22-го? 23-го. 23-го. Вот, так они же недавно пошли, они их выпустили-то в прошлом году. Мы Да, одни из первых, кто начали их закупать, их еще даже никто не видел на дорогах толком, эти машины. Нас сотрудники ГИБДД останавливали, спрашивали, что это за машина, как вообще, Что за крузак, да? Ну да, то есть мы когда брали, это еще не было таким мейнстримом, как сейчас. Вот, но в части танка 500, конечно, очень, очень хорошая машина. Сейчас клиенты уже привыкли, мы свои танки оставили. Вот, кстати, они, наверное, единственные, кто выжили во всей этой линейке и прям до сих пор продолжают отрабатывать свое. Ну и понятно, там классические минивены, там ешки. Угу. Вот. Я понял. Поэтому я думаю, что
все-таки, возвращаясь к тому, что мы мобильный агрегатор по личной безопасности, хоть у нас есть услуга транспорта, но это доп. Услуга, а не основная услуга. Я всегда говорю, что мы продаем охрану, мы продаем личную безопасность, мы не продаем транспортные услуги. Если вам нужно просто покататься по городу, вызовите такси. Вам будет это дешевле, чем обратиться к нам. Мгм. Но если вы хотите машину с охраной, то, конечно, проще взять у нас и машину, и охрану. Это будет дешевле. А ты планировал выходить еще на зарубежные рынки, пока отмели эту всю историю? Нет, не отмели, мы выходим на зарубежные рынки, только в части сейчас немножко другого формата. Не охрана на территории других стран, а наоборот привлечение клиентов с территории других стран через наше представительство. Понимаешь, да? То есть, если, допустим, в Казахстане открыть представительство «Армада», для того, чтобы казахские там какие-то клиенты, выезжая в Москву, могли заказать охрану уже у себя там. То есть они оплачивают наше представительство своими деньгами, в своей валюте. Приезжая в Москву, они уже получают весь спектр услуг. А сейчас многие, кто приезжает в Москву... А в чем удобство, расскажи. Ну, ты, допустим, казахский бизнесмен. Ага. Тебе неудобно платить со своего юридического лица на какой-то ЧОП в Москве. Тебе удобно заплатить со своего юридического лица на казахское юрлицо. Мгм. Тем самым сократить расходы. Тем самым, приехав, допустим, из Москвы, тебе будет куда пожаловаться, если тебе плохо отнеслись. Да, потому что все там люди временные. Он улетел из Москвы, что он там? Он уже в Казахстане. А там вот казахское представительство, пожалуйста, можете любую там форму обращения прийти, изложить и так далее. И даже потребовать, Ну, это допустим, прям, свои наверное, деньги. Какой-то, как сказать, спрос же рынка надо было проверить. Ну, так спрос Откуда? есть, люди же едут. Просто, ну, представь, в каждом регионе сделать такую фишку. Ты уже где-то начал открываться? Ну, ведем переговоры, да, сейчас. Не открыли еще, но ведем переговоры. А вообще по количеству скачиваний новых пользователей, вот год мы с тобой просто так вот, так Ну, скажем, на люди не по количеству разговаривали. скачиваний, я тебе сейчас статистику прям не скажу из головы, но я думаю, что прирост ежемесячный, ну, наверное, может быть около там 10-15 человек заходит новых пользователей. Ну, Но у здесь вас же надо и понимать, нет, что да, не мы же самый массовый, не не Инстаграм, такси. да, мы же не Инстаграм, мы же не Яндекс, то есть здесь еще надо понимать то, что нашего клиента еще надо растить и растить, то есть еще сам продукт, я считаю, не настолько готов, чтобы его прям сильно в массы рекламировать, то есть он классный, да, он работает, все замечательно, но я хочу доделать еще несколько фишек после того, как мы это сделаем, мы уже будем делать более массовую рекламу, потому что по большому счету наш клиент сидит в каждом окне, в каждом доме. У каждого из нас раз в год бывает какая-то ситуация, где нужны услуги именно профессионала. Не просто там пойти с соседом или с другом там сходить разобраться, там, а вот именно с профессионалом. И такая услуга, она доступна от 1 часа за небольшие деньги, точка входа очень маленькая. И понятно, что человек, у нас, кстати, очень большой LTV, то есть человек, который попользовался один раз нашими услугами, он возвращается. У нас при обращении, я смотрю там по CRM-системе, там человек, который нас заказывал там в 2019 году, раз опять в 2023 году проявился. Потому что вот 2 года у него ничего не было, там 3, а вот бац, ситуация случилась, у него приложение есть, он зашел, и даже он не ищет в каких-то там браузерах, там в поисковиках чего-то, кого-то. Он знает, что система работает, все замечательно, он уже и пользовался, ему уже все ясно, все понятно. А И- градация, ага. И чем больше будет таких скачиваний, то есть чем больше людей скачает это приложение для профилактики, ведь наша цель это в первую очередь Ну профилактика. да, это, как ты сказал, кнопка на случай, если... Да, там, да, то есть это же профилактика, кнопка то есть SOS ты в телефоне, приезжаешь в машине. на какую-то встречу с охранником, он может быть одет вот так же, как ты, то есть в футболочке, там, он не будет даже выглядеть как охранник, но ты уже понимаешь, что ты защищен. Либо на какую-то встречу с охранниками, которые в костюме, там люди, которые на встречу уже понимают, что ты приехал не один, и разговор в любом случае уже будет по-другому выстраиваться. Это же профилактика. То есть мы всегда говорим о том, что не надо дожидаться какой-то ситуации, надо ее профилактировать. Это и дешевле, и проще. А у тебя какая-то там изменилась ли вообще вот градация событий, куда вызывают охрану? Потому что мы с тобой в прошлом году, когда разговаривали, ты сказал, что там часто пользуются спросом, когда там девушки, например, съезжают от молодых людей. Ничего не там, поменялось, клубы. все то же самое, также заказывают и девушки, которые там с парнем поругалась, там вещи забрать, и в суды, и на сделки, на какие-то, при работе там, допустим. А топ-3 позиции? Топ-3, ну, бытовые в основном бытовые, да, то есть топ-3 это конфликты между супругами, какими-то партнерами, я имею в виду не по бизнесу, там, а такими вот партнерами, там, не знаю, как сказать,
там, Соседи. соседями, да, то есть очень часто вызывают конфликты, там мы выезжали на всяких дачных участках, там люди не могут там поделить, то есть вот эти бытовые мелочи, казалось бы, да, там ДТП какие-то агрессивные, где там человек одного другого подрезал, там начинается Которые сбитые вот эти вот ну, не товарищи. прямо сбитые, но есть же агрессивные, да, то есть вот этих И вы заявок... прям приходите, решаете такие вопросы? Да не решаем, просто не даем человека изувечить. Причем здесь решаем? Мы ничего не решаем. Мы никогда не вступаем в диалог. Просто мы объясняем, что человека трогать нельзя. Вот общайтесь, разговаривайте, но трогать его никто не будет. Мы не общаемся, мы не вступаем в диалог, мы не решаем конфликты. Человек должен сам общаться и выяснять отношения. Мы должны просто присутствовать и сделать так, чтобы с ним ничего не случилось. По случилось. отношению ко мне происходит какой-то физический контакт, то его просто блокируют, сдерживают? Конечно. Для этого и есть присутствие личной охраны. Не для того, чтобы он тебя в сторону отвел, и вместо тебя начал диалог вести и объяснять, что ты прав. Нет. А для того, чтобы с тобой ничего не случилось. Вот и все. Какие-то новые случаи необычные успели произойти за год? Как ты в промеж рассказывал про товарища с гранатой? Слушай, слава богу, нет. Ты знаешь, как-то все более-менее интеллигентно, спокойно. Да и Москва вообще, в принципе, ты же знаешь, очень спокойный город, по большому счету. Дело же не в том, что нас заказывают тогда, когда прям вот жуть какая-то, да. А люди же заказывают часто просто для своего комфорта, для своего комфортного состояния в определенной ситуации. И поэтому вот за этот год, ничего такого криминального, честно, не было. То есть все нормально, все в рамках закона, все спокойно. Но люди все равно заказывают, все равно ездят наши ребята там на какие-то полуконфликтные ситуации. Но, как правило, при появлении сотрудника нашего сервиса, как бы конфликты, они не то чтобы гасятся сами собой, они дальше не разгораются. То есть как-то уже люди начинают по-другому общаться, как-то там пытаются уже более конструктивный диалог выстроить и о чем-то договориться, нежели там размахивать руками там или друг на друга там сыпать оскорбления. Это как, знаешь, как полумем, полушутка, два вооруженных человека между собой конфликтуют шепотом, никто не будет уже там орать и дебоширить, если мы друг напротив друга и у нас в кармане оружие, то мы уже будем понимать, что как бы сила есть на той стороне. Понял, слышал, какие-то у тебя еще глобально грандиозные сейчас планы есть на развитие? Или ты вот прям сосредоточен на Армаде и вот ее... Да нет, у нас есть и другие проекты. Армада — это просто один из самых известных проектов, потому что мы его больше всего качали в медийном поле. Ну, это и понятно, то есть нам нужно привлекать клиентов, и нам нужно людям объяснять, что такой сервис есть и как им пользоваться, потому что многие люди нас не ищут, потому что они даже не знают, что такое в природе должно существовать в принципе, да, то есть до нас же никто это не делал, вот, поэтому мы пытаемся это все популяризировать в массы, разъяснять, объяснять в разных там, через разные интервью, в том числе через такие же подкасты, как у тебя. Огромное спасибо, что пригласил. Это как будто бы такой долгий путь. Тебе спасибо, что пришел. 6 лет я этим занимаюсь. И еще я думаю, что там какое-то количество времени понадобится для того, чтобы выйти на какие-то там финансовые показатели, потому что на сегодняшний день это не тот бизнес, где можно заработать кучу денег прям вот сейчас, да. Но потенциал бизнеса, конечно же, миллиардный. Объясню почему. Потому что, как я всегда говорю, в каждом окне сидит наш клиент, да, вот в Москве там плюс-минус 17 миллионов проживающих, вернее, граждан, и еще, может, там миллионов 10 приезжих постоянно туда-сюда курсируют. Если вот 1 миллион человек скачал наше приложение, да, и просто раз в год, просто на 1 час воспользовался нашей услугой, все, у меня уже там 4-5 миллиардов в кассе есть. Всего лишь раз в год на 1 час. Мне не надо, чтобы их покупали как горячие пирожки. Дай бог, чтобы вообще весь год не покупали, чтобы все было замечательно. Но если вот небольшое количество пользователей, допустим, там какой-то маленький процент от всех, условно говоря, сейчас про Москву, москвичей, да, воспользуются этой услугой просто раз в год, то это уже миллиардная компания. В регионах, и вот в этом другие города не пошли? А в регионы пока нет смысла, потому что в регионах нет такого количества запросов пока. Не знаю, как будет в будущем, но пока нет. Нет, у нас есть цели, почему там не регионы, там вот сейчас Санкт-Петербург. Питер, там, да. Пытаемся Нижний, перекрывать, да. Екатеринбург. Екатеринбург, Нижний. Нет, там можно делать, можно. Владивосток. Ну, там опять так же, как ты говорил, скорее всего, надо Владивосток, Казань, да. То есть мы, пойми, Москва — это очень огромный пласт работы. Он очень огромный. То есть тут
пока вот с этим бы разобраться. Угу. А какие еще, ты говоришь, направления у тебя? Если Да, про них все можно тоже рассказать. медийные, все тоже медийные, там, допустим, тот же самый журнал, который мы выпускаем. Какие еще у нас направления? Есть направления, которые связаны с инвестированием, но это не очень интересно, потому что там вся классика. То есть что-то там с недвижкой, что-то связанное с криптой. Есть у нас там сейчас... В пропорциях твой портфель инвестиционный? Слушай, у меня на самом деле нет никакого там супер инвестиционного портфеля. Я просто где-то вижу в разовом моменте, если могу заработать на какой-то сделке, мы берем и зарабатываем. То есть Нет такого, что я там... У меня не получается прям, да, супер там что-то накапливать, какие-то инвестиционные портфели, потому что у меня большая часть денег реинвестируется в мой проект. То есть я все, что есть, инвестирую в армаду. Что может там, знаешь, как вот некоторые там, типа у меня 60% это недвижка, там 20% крипта и там 20%... Слушай, по поводу недвижки, я тебе скажу так, мы очень долго снимали, арендовали жилье, и, может быть, я еще больше бы его дальше снимал, потому что для меня это вообще какая-то была такая вторичная история. Мне главное, чтобы вот проект, там то-то, то есть все деньги в проект. Если бы не моя супруга, может быть, мы вообще бы себе жилье не купили. Но купили, потому что, как бы, да, уже задумались о том, что вроде как бы уже пора что-то свое иметь, и все. То есть это не какой-то там, знаешь, актив, на который я там ставлю ставки там и так далее. В недвижке, да, там есть моменты, где можно купить, перепродать, но это опять же такая история. Этим нужно очень плотно заниматься, либо иметь специалиста, который тебе просто подскажет, здесь купи, там продай. С криптой то же самое, да, есть реальные ребята, очень топовые, которые разбираются в крипте. И мне для этого не надо в крипте разбираться очень сильно, погружаться в нее поверхностно, понятно, я в ней разбираюсь, но на уровне, скажем так, пользователя, да. Вот. А ты есть люди, отдаешь? Не то чтобы доверительно, то есть я просто собираю информацию свежую, какая есть, она же тоже меняется постоянно. Ну, да. Из года в год все разные проекты, разные способы зарабатывать на крипте. Ну, не мне тебе рассказывать. Я просто собираю какие-то свежие там новости, информацию, смотрю, где что можно срастить, на чем заработать и так далее. Но скажу честно, что на крипте пока, наверное, больше потерял, чем заработал. Как-то так случилось. С плечами, надеюсь, не торгуешь? Всяко разно было. Все там бывает. Все через это проходят. И с плечами, и с ключами, и со всем, чем можно мы там сталкивались. Потому что я, наверное, на себе там попробовал все, что можно. Весь трэш, какой есть, начиная от степа. Угу. Слушай, а ты вот как обладатель глянцевого журнала, сколько ты лет, получается, уже вот с журналом? С 19-го года 5 лет? В этом году 5 лет. Угу. Я просто, знаешь, вот часто сталкиваюсь с предпринимателями, которые смотрят, думают, вот бы свой глянцевый журнал. Но вот ты как человек, у которого есть глянцевый журнал, расскажи, это вообще, она история про что? Она про деньги? Или она чисто про... Про общение. Про деньги я бы не сказал. Нет, деньги зарабатывает, конечно, он там, да, определенные, но, как тебе сказать, есть журналы, которые прям сильно, очень сильно такие, знаешь, коммерческие такие истории, да, то есть они прям очень сильно. Всякие, наверное, да, там слушай, я в чужой карман не лезу, но, конечно, да. Но я думаю, что в моем случае это больше даже не про деньги, это больше про общение, про комьюнити, потому что как вообще появился журнал? Мы же больше начали работать со звездами через личную охрану. И вот там с одними, с другими познакомились, что-то. И потом родилась идея, давайте делать какие-то интервью. И потом я не захотел делать YouTube-канал, я захотел делать журнал. Угу. Потом в рамках журнала мы начали делать ежегодную премию. И потом он уже как-то по нарастающей. И это, знаешь, сейчас такой актив, который, как тебе сказать, он сам по себе есть, он работает, он особого усилия не требует, фокуса внимания особого на него у меня тоже нет. Работает небольшая команда, выпускает. Ну, как будто неосязаемый, как будто вот то, что ты говоришь, касаемо... Больше для души, скажем так. То есть я не упираюсь там в этот проект, как будто бы, знаешь, я на нем хочу сильно много заработать. Может быть, если бы упирался, зарабатывал бы больше. Но, честно скажу, не упираюсь. И мне достаточно того, что он есть, что он приносит какую-то относительную прибыль, что через него мы знакомимся с разными людьми, ну вот как-то через подкаст, да, то есть точно так же мы через журнал. Вот. Мне нравится, что его все-таки читают, и какая-то классика, она должна присутствовать в жизни все равно в виде глянцевого журнала. Вот. И мне нравится проводить раз в год премию года. И, в принципе, этого набора для меня достаточно на сегодняшний день. Не знаю, как будет дальше, но
по факту на сегодняшний день больше мне не надо. Если бы у тебя журнала не было, и вот я бы сейчас стоял вопрос открытия журнала, ты бы взялся за это? Да, слушай, ничего особо сложного в этом я не увидел. То есть это не какой-то, знаешь, с армадой сложно, да, там постоянные перетрубации, там трясет, дай боженьки. А с журналом как-то все более-менее так. Не, ну там тоже были нюансы, не спорю, но не сказать, что прям так гладенько все было. Были нюансы, было, естественно, мое отсутствие опыта в подобных проектах, да, то есть оно же тоже сказывалось. И были разные команды, которые брались за этот журнал. В любом случае, каждой команде я благодарен, каждая команда что-то свое там внесла. Вот. Но в целом не напрягает. То есть... Рекламодателям вообще сейчас выгодно в глянцевый журнал заходить? Или это чисто вот история такая? Это же, видишь, это же история больше имиджевая. Глянцевый журнал, его реклама, она же не влияет прям напрямую на продажу. Оффер, деньги, это же больше такая нативная продажа, то есть когда у тебя повышается эффект узнаваемости. То есть и глянцевый журнал — это не Инстаграм, где ты пост у тебя ушел вниз, и про него уже все забыли, и там до конца же никто твой Инстаграм не листает. А глянцевый журнал бывает годами валяется на тумбочке у кого-то, и могут там через 5 лет там старый номер там увидеть у кого-то, открыть, а там твоя реклама. А потом посмотреть, так вы, оказывается, еще до сих пор работаете. Угу. То есть у глянцевого журнала есть своя такая тайная, скажем так, сила, которую многие недооценивают. Но те, кто недооценивают, они, конечно же, вкладываются. Ну, расскажи поподробнее, просто интересно. То есть это вот, просто, знаешь... Смотри, я захожу иногда в какие-то заведения, где мы когда-то еще выкладывали журнал, и я вижу еще самые первые наши выпуски до сих пор там лежат, прошло 5 лет. Но представь, сколько человек за 5 лет эти журналы там поперелистывало. Мы же не можем оценить объем трафика, который пришел к тому или иному клиенту, вернее, нашему рекламодателю в качестве клиента за эти 5 лет. Ну, человек там увидел и увидел. Он уже не говорит: о, вы знаете, я правосудном журнале, хотя некоторые и говорят. Вот. Но в любом случае узнаваемость растет. Тут как будто от зоны дистрибуции очень много чего зависит. То есть где все-таки вот он будет лежать, и в зависимости от того, какой ты все-таки, среди какой аудитории, какого эффекта хочешь добиться. Ну, у нас там в основном такая бизнесовая лакшери аудитория. Уже как бы больше такой про люксовый сегмент. Угу. Я понял. Поэтому это, как правило, отели, автосалоны, там какие-то фитнес-клубы, бутики. То есть, если предприниматель задумался про глянец, ты бы сказал, поиграй в эту игру. Слушай, поиграй в эту игру, но не думай, что там прям супер много сразу заработаешь. Если ты хочешь жить на это, тогда, я не знаю, прям нужно сильно вкладываться, крутую команду прям такую жесткую брать там и так далее. Если ты хочешь на этом прям подняться и стать миллионером. Основной источник — реклама, соответственно. Все, что основной источник, конечно, реклама. Продавать. То есть у тебя, если у тебя есть команда, куча, которая если у тебя есть контент, и та, которая продает контент. Да. А если у тебя есть какие-то бизнесы, да, и вот между ними ты можешь еще вставить журнал, то он будет очень органично смотреться. Например? Например, смотри, мы же как Armada Security, мы работаем с огромным количеством людей из шоу-бизнеса. Журнал — это же тоже про шоу-бизнес отчасти, да. Мы работаем с определенным количеством бизнесменов, предпринимателей, политиков. Журнал — это же тоже про них. И, соответственно, когда ты с этим человеком знакомишься через клиентскую работу в одном проекте, а потом предлагаешь ему интервью в другом проекте, конечно, он соглашается. Так-то, может быть, я отказал бы, а тут соглашается. И уже завязывается какой-то общий круг. Лояльность есть. Да, завязывается какой-то общий круг, и человек уже работает с тобой и в плане медийности, и в плане там личной безопасности, и в плане безопасности бизнеса. То есть у меня, по сути, каждый проект, он как-то чем-то дополняет друг друга. Это же не совсем сторонний бизнес, да? Продажа мороженого, да, то есть, если бы это была продажа мороженого, да, то есть это понятно, что это вообще отдельный сегмент, который никак не коррелируется ни с охраной, ни уж тем более там с лакшери жизнью, с глянцем и так далее. А это же все в одной и той же целевой аудитории крутится. Угу. ЦА-то одна.
И к тебе, да, ты говоришь, все-таки это как магнит для знакомства. Хотя у меня такое ощущение, что у тебя Слушай, я не знаю, как это насчет... безопасность. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет, потому что через безопасность на самом деле больше знакомых, чем через журнал. В журнал, наоборот, уже приходит после того, как познакомились там, через безопасность. Наверное, больше так. Для тебя это, то есть, остается таким, если ты говоришь, что там не особо деньги. Я это называю хобби. Хобби, статус все равно. Хобби. Потому что я вот у вас на премии был, я понимаю, сколько вы туда сил, ресурсов все равно положили. И это прям, ну, действительно надо любить и хотеть это организовать, потому что, ну да. Сделано много. Вроде вот люди кайфанули, а вы там, дай бог, наверное, в ноль сработали. Или в плюс все-таки? Нет, в плюс не особо. Ну, в ноль, наверное, в ноль сработали. То есть такое удовольствие для статуса. Угу. Я понял. Если, короче, думаете про журналы, хорошо. Для людей. Подумайте. Нет. Если вы думаете про журнал, в первую очередь думайте про команду, которая будет заниматься этим журналом. Большая команда у тебя? Да нет. Человек 4-5, по-моему. Можешь прям по ролям сказать, кто что и что делает? Есть издатель, ну, то есть это я, да, то есть как я себя позицию как издатель. Есть главный редактор, человек, который собирает полностью весь материал в кучку. Есть дизайнер, который отвечает за дизайн. Есть верстальщик, который делает верстку журнала, чтобы там границы все были соблюдены, там шрифты и прочее. Есть люди, которые отвечают за расширение локаций и распространение этого журнала. И есть отдел продаж, который у нас занимается привлечением клиентов. Ну и плюс еще SMM, это отдельная история, как бы ведение социальных сетей и прочее. Вот, в принципе, и все. А сколько вы тираж делаете? Тираж мы делаем, сейчас уже чуть поменьше начали делать, раньше делали больше. Сейчас, наверное, где-то в районе 5000 тираж. Сколько, мы после пандемии сократились. Лицевая обложка? Обложка, да. 1,5 миллиона. 1,5 миллиона? Да. Все это вот фотографии, там что-то... Ну, у нас, я скажу так, из всех выпусков платная была только одна. Все остальные были со звездами. Угу. А звезды, ну, соответственно, привлечение внимания просто. Да, там открыли, почитали, налистали до какой-то страницы. Угу. Ну, еще хочется копнуть, не знаю, скажешь, не скажешь. Сколько один журнал вот в сухом остатке, когда ты его выпустил с проданной рекламой, приносит? В сухом остатке с проданной рекламы приносит один журнал. Причем это же не ежемесячно у тебя выходит, там раз в квартал? Раз в квартал, да. Раз в квартал. Плюс в пандемии мы там вообще меньше выпускали. То есть там по понятным причинам как бы и некуда было его выпускать. Раз в квартал. Я сейчас по цифрам... Ну так, может, диапазон. Да я думаю, где-то, наверное, чистыми лично мне, может быть, 1500, наверное. Где-то так. За вычетом всех расходов. Угу. Может, даже меньше. Поэтому я же говорю, это не про то, чтобы там заработать на нем миллион, но ты знаешь, по году как бы плюс там 4-5 миллионов за год, это тоже не лишнее, скажем так. Угу. Учитывая, что если у тебя это все автоматизировано, ты сам этим не занимаешься, а я этим не занимаюсь уже давно сам. Раньше занимался на первых порах, там первые года 2 я прям сам все там смотрел, там. Сейчас нет, и в принципе меня это устраивает. Почему нет? Класс. Журнал, я еще раз говорю, это история больше для души, для, скажем так, для какой-то самореализации, да, то есть... Ну, ты и в медийном поле тоже активен. Я у тебя смотрю, ты все равно, у тебя вообще постоянно и с телевидения постоянно у тебя берут. Это уже просто за какое-то количество лет ты попадаешь, как сказать, в реестр к продюсерам, да, то есть как специалист по безопасности или как эксперт по безопасности, и когда случается какие-то вопросы, чрезвычайная ситуация, там где-то кого-то там убили или там на кого-то напали или что-то где-то взорвали и так далее, то есть они просто открывают, смотрят, есть вот такой человек, он сейчас нам прокомментирует, и обращается за комментарием, ты комментируешь, и так возникает там много-много, казалось бы, интервью на разных каналах. Такой снежный. Да. Давай напоследок тогда, может быть, какой-то есть лайфхак, как вот так попасть к продюсерам на карандаш, вот обычному человеку. Причем у них же, я так понимаю, формируется просто список экспертов по разным темам. Там безопасность, недвижимость, там, не знаю, что-то еще. И вот у них в случае вопроса они обращаются. Слушай, меня на телевидение, скорее всего, наверное, привел вот одни из первых моих комментариев были, это Александр Трещев. Он меня рекомендовал давно еще там,
где-то в 18 или, может, 19 году разным телеканалам и радиостанциям, где я давал комментарии, и потом вот так вот оно как-то и пошло. А потом, может быть, где-то там они как-то там обмениваются данными, не знаю, то есть оно как-то шерится. И тут, во всяком случае, я там никому сам никогда не ходил, там вот возьмите у меня комментарий, там, или я вот там то-то, то есть оно вот как-то с этого началось, примерно с 18 года, через Александра. И вот оно как-то все идет и идет и идет, и я даже этим вопросом не занимаюсь. То есть Я просто как продюсер думал, вдруг ты знаешь, где какой-то есть лайфхак, как вот так знакомиться. Да я думаю, что если ты целенаправленно хочешь стать каким-то экспертом на ТВ, то ты можешь просто отправить резюме кастинг-директору или продюсеру, кто отвечает за наполнение контента там, и за вот эту всю историю. И я думаю, что вообще легко можно. Сейчас очень много контента, Ты сам знаешь, каждые сутки тонны генерятся разного рода контента. И мне кажется, в этом плане работы на всех хватает. А телевидение вот прям, ну так, нормально реагирует, когда к ним просто присылают резюме? Типа, слушай, я не знаю, как оно реагирует, эксперт. я просто тебе говорю как теория, то есть Что, можно вот сделать, дорожка да. простая есть, да? Да, вполне, почему Не нет? усложнять. Вполне. Понял. Саш, тебе спасибо. Конечно. Раскрыл тему с безопасностью подробно. Слушай, да мы ее подробно на самом деле не раскрыли, чтобы ее раскрыть подробно, это надо делать несколько выпусков. И Слушай, ну, тематических, да, потому что тем-то очень много, это же направление безопасности, оно тоже подразделяется на разные разделы, подразделы. Да, но я имею в виду, чтобы затронуть. Мы даже не поговорили про законодательство, да, как это все на законодательном уровне там отслеживается. Мы многие аспекты не затронули, но... Ну, мы видишь, мы с тобой больше затронули. Опять же, мы больше рядового. про людей, да. Мы Да. поговорили про людей, как это отражается на людях, как это можно применять на практике простому человеку. И, в принципе, да, тут ты прав. То есть самое главное, все равно, видишь, мы же все равно, я говорю, вот если ты не человек, который так или иначе с безопасностью либо в органах работал, либо ты с этим очень часто сталкивался, и не знаю, в жизни так происходило, если как тебя все обходило, то для тебя, конечно, какие-то события становятся ну просто в новинку, когда в новинку понятно, что ты даже не знаешь, чего ты не знаешь, да, то есть и где что спросить, зачем загуглить, поэтому здесь вот я и задал эти вопросы достаточно такие, то есть вот я за новостями, когда наблюдал, думаю, а как вот вести себя там, какие бы мысли, а как можно заметить. То есть вот все, что связано, чтобы потихонечку, да, в обычной жизни чуть... Как бы ты себя там не готовил, как ты будешь себя вести, ты все равно будешь вести себя так, как будет это все соответствовать той или иной ситуации. Ты не можешь смоделировать свое поведение, потому что ты в этой ситуации не был, да. Ты не можешь понять, как ты себя будешь чувствовать. Когда ты окажешься внутри этой ситуации, не дай бог, конечно. Ну, согласен с тобой, да. Тут Потому что читать-то в пабликах, смотреть кино, читать об этом книжки – это одно. Ты это смотришь как зритель. А когда ты становишься участником этого процесса, это совсем другая история. Ладно, берегите себя. Что, давай напоследок хочется под сказать. пули не лезьте. Под пули не лезьте, берегите себя. И дай бог, чтобы все были живы-здоровы, и никто никогда в своей жизни с ничем подобным не столкнулся. Саш, тебе еще раз спасибо. Я тебя рад видеть. Надеюсь, в следующий раз мы раньше, чем через год встретимся. И я уже желаю тебе единорога построить. И в следующий раз мы с тобой... Единороги, ты знаешь, они такие, то есть их надо как-то вот... Правильно приготовить. Да, их надо правильно приготовить и растить, может быть, даже не один год. Это 100%. У кого-то бывает быстро, у кого-то чуть позже, у кого-то вообще не случается. Но я ведь эту историю делал не от того, чтобы просто вот тупо на этом заработать, да, то есть прям было принципиальное желание показать людям, что безопасность тоже может быть доступна для каждого человека. В этом же была идея. Это же в первую очередь все равно, как я всегда говорю, профилактика тяжких, особо тяжких преступлений. У тебя, по сути, революция в сфере безопасности. Ну, наверное, отчасти да, потому что когда мы это делали, никто не понимал, зачем мы это делаем. Ну да, но до сих пор, мне кажется, еще немножко сложно вложиться для аудитории. Что... Хотя тебя уже, я говорю, знают, по-моему... Сложно ложиться, все. но когда человек один раз пробует, потом у него уже эта нейронная связь возникает, и он уже не будет какими-то там другими, более примитивными методами пытаться себя защитить. Ну это как понимаешь, в такси. что Один раз ты вызвав в приложении, уже как бы выходить, ловить рукой, тебе выглядит Конечно. странным. Вот ты правильный пример привел. То есть ты
приучаешь клиента, воспитываешь определенную субкультуру у клиентов, да, как пользоваться теми или иными услугами правильно, быстро и эффективно для них же самих. Супер. Но это большая работа, которой мы и занимаемся. Саша, вам удачи. Спасибо. Подписки, лайки, комментарии, колокольчик. Да, и в комментариях напишите, полезно, не полезно. Мы с Сашей почитаем и обязательно на все ответим. Все. Всем пока.